Готовлю твердый домашний сыр для шикарной сырной тарелки на праздничный стол. Рецепт очень простой и только из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике. В видео покажу основной рецепт, из которого приготовлю целый набор из 6 сыров. Готовится все быстро, получается натурально, очень бюджетно, про итоговую стоимость тоже скажу. Про неудачный опыт, нюансы приготовления, а также дополнительный бонусный рецепт. Словом, смотрите до конца. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике приготовим очень вкусный натуральный домашний сыр без специфических ингредиентов, ферментов, заквасок и всего такого, чем пользуются официальные сыровары. Итак, будем готовить из привычных ингредиентов, так что если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов для основного рецепта с добавками сейчас доступен на экране, а также я продублирую его в описании. Очень важно использовать натуральный творог, в идеале домашний или фермерский. Именно с таким сыр получится наверняка. В процессе подготовки видео я готовила этот сыр 5 раз, и парой неудачных вариантов я поделюсь дальше в видео. Этот рецепт мне особенно нравится тем, что он хорош как сам по себе, так и с разнообразными добавками. В этом ролике я приготовлю один базовый вариант сыра, затем в него внесу разнообразные добавки, и у нас получится на выходе целых 6 сортов сыра. По сути, это готовая сырная тарелка для праздничного стола, и ничего в магазине докупать не нужно. В кастрюлю отправляю творог и вливаю к нему молоко. Из моего списка ингредиентов я получила целых 1,5 килограмма готового твердого сыра. В зависимости от того, сколько хотите получить вы, берите ингредиентов больше или меньше. Отправляю кастрюлю с творогом и молоком на плиту и на минимальном огне, помешивая, буду варить творог в молоке. Нужно дождаться, пока молоко створожится и отделится сыворотка. Зачем этот этап? Кислота из творога створаживает молоко, а из самого творога уходит влага. Таким образом я делаю его плотнее и суше, и в итоге сыр получится твердым. Именно поэтому в бонусном рецепте полуплавленного сыра в конце этого видео этапа варки творога в молоке нет. В процессе нагревания творога в молоке его крупинки размягчаются, становятся слегка резиновыми и даже немного тянутся. После того, как отделилась сыворотка, я перекладываю творог в дуршлаг, застеленный тканью, и даю ему стечь. Сперва перемешиваю смесь, чтобы отток сыворотки шел более активно. Сыворотку можно затем использовать для выпечки хлеба, блинов, кексов и так далее. Вот таким сухим получился творог после варки. Из 2 килограммов изначального веса у меня получилось 1300 граммов, то есть я избавилась от 70 граммов жидкости. В зависимости от выбранного вами творога эти цифры могут колебаться. Растапливаю сливочное масло и добавляю его в творог. Всыпаю соль, перемешиваю. Добавляю соду и перемешиваю. Не стоит уменьшать ее количество, так как в этом случае сыр может не доплавиться, будет крупинчатым. Если творог крупнозернистый, чтобы плавился он затем равномерно, можно также после смешивания его с маслом, солью и содой измельчить его в комбайне или блендере. Но в моем случае фракции достаточно небольшие, так что я ограничиваюсь тщательным перемешиванием. Теперь, так как я готовлю 6 разных головок, я делю всю массу на 6 частей. Готовлю формы для сыра. В качестве форм для такого сыра можно использовать что угодно. Дуршлаг, сито, пищевые пластиковые контейнеры. У меня есть сырные формы, так что я использую их. Формы ничем не смазываю, а только оборачиваю их пищевой пленкой с внешней стороны для подстраховки. Сыр не будет вытекать, слегка просочиться через отверстие может, но схватывается он довольно быстро. Плавлю такой творог я не на водяной бане и не на плите, а в микроволновке. Это самый быстрый способ. Вместо 10-15 минут постоянного помешивания на бане или на плите я получаю готовую массу всего за 2,5 минуты. 2,5 минуты против 15, согласитесь, разница ощутимая. Итак, отправляю творог в микроволновку и прогреваю его в течение 2 минут промежутками по 1 минуте. Перемешиваю в промежутке, чтобы плавилась масса равномерно. Последние 30 секунд и масса для сыра готова. Мощность моей микроволновки, кстати, 900 Вт. В массе могут быть еще какие-то крупинки, но в процессе перемешивания и под действием температуры они разойдутся. Разрез сыра в итоге получается однородным. Отправляю горячую сырную массу в форму, разравниваю вверх. Сейчас видно, что схватывается сыр довольно быстро, но не плывет через отверстие формы. Теперь делаю головки с добавками. Мелко рублю петрушку и отправляю ее в уже расплавленную порцию сырной массы. Перемешиваю и отправляю в форму. В комментариях поделитесь, какие добавки вы бы выбрали для своего сыра. Что-то из моего списка или добавили бы что-то на свой вкус.
Отправляю в расплавленную сырную массу паприку, вмешиваю и отправляю в форму. Удаляю косточки из оливок и рублю их не слишком мелко. Отправляю оливки вместе с прованскими травами в сырную массу. Перемешиваю и отправляю в форму для сыра. Для грибной пудры я измельчила белые сухие грибы на кофемолке. Грибную пудру я добавляю в сырную массу до того, как ее плавить, чтобы она разошлась максимально равномерно. А температура в процессе нагревания лучше раскрыла ароматы. Перемешиваю массу и отправляю в форму. А это мой любимый вкусовой вариант. Семена пажитника, он же фенугрек шамбала, продается в супермаркетах, заливаю холодной водой и оставляю на пару-тройку часов. Также можно сделать это на ночь, если удобно. Откидываю семена на сито и удаляю лишнюю воду при помощи бумажного полотенца. В сырную массу до плавки добавляю куркуму, чтобы она равномернее разошлась. Расплавляю массу в микроволновке, а затем добавляю в нее пажитник, перемешиваю и отправляю в форму для сыра. Заполненные формы отправляю в холодильник на 2-3 часа, после чего извлекаю головки сыра из форм. Посмотрите, какими красивыми они получаются. Цена домашнего натурального твердого сыра на выходе всего 140 гривен за килограмм. Это 380 рублей или чуть меньше $5 по текущему курсу. А теперь время бонусного рецепта полуплавленного сыра, который отлично подойдет для горячих бутербродов, пиццы и просто понравится тем, кто любит нежные текстуры. Для этого сыра я просто отправляю творог в кухонный комбайн, добавляю яйца, соль и соду, а также растопленное сливочное масло. Измельчаю массу. Дальше процесс аналогичен предыдущему. Отправляю массу в микроволновке и растапливаю ее промежутками в минуту, перемешивая между для равномерности процесса. После стабилизации и извлечения из формы такой сыр оплывет, но он хорошо режется и ломтики получаются нежными и мягкими. Кстати, на канале есть также рецепт плавленного сыра, который удобно намазывать на хлеб. Ссылку оставлю в описании. Я обещала показать также неудачные проработки. Например, в этом случае творог после варки в молоке так и не удалось расплавить, несмотря на то, что полуплавленый и плавленый сыр из него получаются прекрасно. В другом случае якобы хороший фермерский творог начал просто-таки распадаться и таять в процессе нагревания. Так что еще раз оговорю, что творог должен быть качественным и натуральным. Берите тот, которому доверяете. Если мое видео вам понравилось, ставьте палец вверх и пишите в комментариях, с какими добавками еще можно приготовить вот такой вот сыр. Для следующего видео я собрала грибные рецепты, так что подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».